Соображение вот какое. Ну, значит, я не знаю, вот эта глава всегда для меня выбивалась в смысле, знаете, чего? Она, вот это integrity нет, так сказать. Слишком много эпизодов. Повтор эпизода с Авимелехом, да, ну вот с Авраамом, который пришел туда. И вот это как-то вот странно, да. И вот где-то, наверное, года 2 назад я понял, может быть, неправильно понял. Вот смотрите, Вавилонская башня ушла, Бог призвал людей к разнообразным занятиям, разнообразному развитию, да. И вот здесь на самом деле говорится об одной очень важной вещи. Вот почему вот это отсутствие вот этой самой интегрити в этой главе. Я даже не знаю, как по-русски сказать слово интегрити, целостность, что ли, да. Вот. А именно вот что, смотрите, вот вы ведете себя разные ситуации по-разному. Еще обратите внимание на одну очень важную вещь. Ведь начало главы поразительно, так сказать, светлое, да? Авраам, приходят ангелы, да? И вот возвещают хорошую весть. И вот все это так, и вдруг потом начинает все меняться. И вот у меня вот год 2 назад эта мысль пришла, что это на самом деле, это очень глубокая штука, и связана она вот с чем. Вот вы разнообразны, но вот у вас есть и хорошее, и плохое, понимаете? И вот я пока не принял решение, да, Бог как бы вот сигнализирует, что ли, я не знаю, как вот точно это сказать. Вот он, и пока нет решения. Но вы разные, посмотрите, какие вы, и хорошие, и плохие, и что-то не то делается, понимаете? И вот это становится прелюдией как бы ко всему последующему развитию событий. Вот эта вот мысль, как бы, которую я тогда для себя вынес, может быть, она неправильная, я не знаю, так сказать, не берусь настаивать на ней, но вот, понимаете, да, вот что происходит, хорошая часть, потом вдруг переключение на Сдом и Амору, да, потом этот самый Лот, да, и Лот, который, вот эти в доме, помните, там люди себя как совершенно неприлично ведут по отношению к гостям. Потом Лот уходит. Потом Лот и его дочери, да, в общем-то, по нынешнему пониманию, в общем-то, вещь не самая, так сказать, хорошая. Ну и в то время тоже. Да и в то время тоже, да, и в то время тоже, да. Потом воспоминания вот, или повторение истории с Авимелехом. Да, вот идет, понимаете, череда вот таких сигналов, если угодно, так сказать, что вот, ребята, вы не то делаете. Или, как бы сказать, вот если вас, условно говоря, отпустить в свободное плавание, вы куда-то не туда приплывете, условно, да, вот это вот мысль. Да. Ну, а потом уже опять, так сказать, идет такие положительные вещи. Ну и по поводу жертвоприношения Ицхака, я вот всегда говорил, вот это вот все ровно в ту же канву ложится, что Авраам, конечно, поразительно такой человек широких взглядов, понимаете. Вот он это принимает, я понимаю, вот отец, да, но он принимает это. Я понимаю, что в душе где-то теплится надежда, наверное, да, вот он как-то вот может быть, но он это принимает. Ну и дальше, так сказать, Бог дает соответствующий сигнал, что не нужно. Ну вот это ее вот, как бы сказать, внешнее отсутствие целостности этой главы, оно на самом деле это не так. Это внутренняя целостность абсолютно. То есть начало и конец положительные, и середина вот такая вот, как бы сказать, вот это разнообразие некорректного поведения, что ли, да, вот какие вы, ребята, вот я вам
сказал, идите, будьте разными. А вы вот не совсем такие, как надо. И вот это дальше есть прелюдия ко всему тому, что развивается, понимаете, дальше. Ну и заканчивается, естественно, 10 заповедями и так далее. Вот, я не знаю, насколько это, как бы сказать, корректный взгляд на мир. Вот, в смысле, на Тору. Нет, это как раз очень, очень правильный, потому что мы очень часто говорим, наши мудрецы говорят, естественно, мы только повторяем за ними, о том, что Тора в некотором смысле равна жизни. То есть все, что в Торе идет, вот как вы заметили, синусоида, как синусоида, то взлеты духовные, то падения духовные, я имею в виду наших героев, так и в жизни мы себя точно так же ведем, то мы, каждый из нас, не то что разные люди, а именно один человек может проявить высокое понимание задач человеческих, так сказать, качеств моральных, а в другой раз он же, этот же человек, может сделать что-то не совсем правильно. И это параллели между жизнью и Торой постоянно нам подсказывают, что в данном случае нужно не бояться, а работать, не нужно соответствовать, а нужно учиться. Я имею в виду соответствовать вот этому там идеальному какому-то герою. У нас нет идеальных героев, у нас и Авраам, и все остальные герои так или иначе совершают поступки, которые не всегда нравятся читателю, который учится. Окей, хорошо. Имеется в виду, что это заложено, потому что когда нас разделяют, как вы говорите, если мы вернемся к Вавилонской башне, когда нас разделяют на разные языки, и мы перестаем друг друга понимать, и мы становимся разными, в этот момент мы подчеркнуто получаем выбор. То есть это не... Да. И до этого выбора был. Адам еще мог выбирать между послушанием и нарушением закона, но выбрал в другом направлении. С самого начала мы, я имею в виду, имеем этот дар выбора и делаем его то правильно, то неправильно. Это правда. Но в этой ситуации, то есть в этой главе как раз, может быть, после Вавилонского столпотворения, как мы называем, в этот момент нам говорят о том, что мы разные и можем выбрать. Вот как выбирали Лот и Авраам, мы в прошлый раз об этом говорили, что в разные территории, как мы разный способ поведения выбираем. Этот выбор очень важен. И вы говорили очень хорошо о том, что несмотря на разнообразие сюжетов, это завязано единым содержанием или единой задачей. Вот интересное слово «задача», «план», «замысел». Если мы начнем читать комментарии на эту главу, то мы очень часто увидим комментарии, что, например, Авраам не видит замысла, или тот поступает так-то, не видя замысла, и им кажется, что они делают правильный выбор, но их неправильный выбор уже был включен в замысел. То есть надо было так сделать, чтобы потом замысел проявился. Очень много таких комментариев. То есть, если мы переведем вот из параллели Торы и жизни, если мы переведем, то читая, то
что значит переведем? Мы принципы Торы переведем на принципы жизни, то мы как раз к этому и приходим, только уже убеждаясь на наших примерах, на примерах нашего Нашей жизни, личного да. опыта и духовного, в том числе мистического опыта, и повседневного опыта. Если мы видим замысел в Торе, мы его начинаем видеть и в своей повседневной жизни. Поэтому, когда мы с вами анализируем наши поступки, то там потом, в конце, когда заканчивается какая-то вот сюжетная линия, ну, скажем, она не заканчивается, вся жизнь наша сюжетная линия, но, предположим, какой-то эпизод заканчивается, мы потом вдруг понимаем, как все сложилось удачно, как все сложилось правильно, и сколько мы натворили. Но, слава Богу, у него был свой замысел, который к лучшему привел даже наши Да, ошибки. Вот в конечно. этом смысле замысел Всевышнего действительно объединяет весь сюжет. И уход Агари, и сожаление Авраама об Ишмаиле, которое потом Бог говорит: а давай-ка мы с тобой поучимся. Ты вот только что Ишмаиля пожалел, и тебе досадно о сыне своем. А давай посмотрим, как ты к Ицхаку отнесешься, если мы вот так испытаем. Там же написано, что он испытывает Авраама. Да. И Авраам опять идет. То есть это гипербола первого случая. Если первого случая он просто ему горько отправлять Ишмаэля, то второй раз это гипербола, которая вообще за пределами человеческого понимания лежит, жертвоприношение. Поэтому это все сделано с каким-то умыслом, который мы не понимаем. Как только мы в Торе учимся, мы учимся, когда мы приходим к Торе, начинаем ее учить, и в повседневной жизни очень трудно вычленить. И вот есть некое упражнение изучения текста, не только для того, чтобы законы выводить, не только для того, чтобы жить, но и собственное понимание. Мы учимся там понимать и видеть, а потом переносим в жизнь, нам становится легче понять. Это очень хорошо. Вот. Очень хорошая иллюстрация. По-моему, мы с вами были, я сейчас не помню, была большая группа, когда мы ходили смотреть Шагала. Ага, да, я был Да. там. И вот там, сейчас не помню номер этого зала, была картина Моше, да, наверху, она большая, масштабная картина. Моше со скрижалями наверху, а внизу такими ярусами располагается цирк. Кто-то скачет на лошадке, там еще что-то, но зрители сидят. И мы тогда вот недоформулировали немножечко, хотя поговорили на эту тему. Но Шагал, как еврейский юноша, как еврейский человек, размышляющий так, у него, даже если, предположим, он был не очень религиозным человеком, но в нем, вот в его психотипе лежит такое понимание. Моше наверху скрижали как мерило, как канон, как учебник и как как это сказать? Ну, мерило, наверное, это самое хорошее, как учебник для сравнения. Вот жизнь, которую Марк Шагал как раз видит, как игру, как цирк, как несерьезное, а над этим всем стоит Всевышний он, Да, конечно, он еврей, за Моше, за скрижалями стоит замысел. А это цирк внизу. И вот мы с вами, когда смотрим на сегодняшнюю главу, вы ну, немножко в таком печальном ключе ее рассматривали, там тяжелые события. А Шагал в силу другого характера, другой, может быть, другого воспитания, и других обстоятельств, он воспринимает это как комедию, откровенную комедию. Все, что делают люди, это комедия. Но у этого есть замысел, и это все написано. Моше держит скрижали, в которых все написано. Там написана суть, а мы здесь то попадаем в эту суть, то не попадаем. Я имею в виду хорошие или плохие, делаем выбор правильный, неправильный. И это все очень комично для него.
Или печально, когда ты смотришь с другой точки зрения, потому что и то, и другое точка зрения, просто точка зрения. Ну, Но сама взаимосвязь замысла и исполнения, невидимая связь нашей синусоиды выборов, это очень важно. В главе читается, просто мы ее позвоночником чувствуем, как это читается. да. И вот именно вот это, как бы сказать, я дал вам возможность быть разнообразными, но вы Да, не такие. да. Вот поэтому вот все готовится для того, чтобы появились скрижали. Все вот нацеливается туда. Вот замысел реализуется потом. И это на самом деле здорово. Я говорю, вот мои первые прочтения были, как бы сказать, вот это вот отсутствие целостности в этой главе. Почему? А потом я понял, что нет, на самом деле она очень целостная, так сказать. Но просто вот здесь замысел, как бы сказать, в другом ракурсе начинает представать. Да. Ну и вторая вещь, которую я хотел обсудить с вами, это вот она не имеет прямого отношения к Торе, лет 5 тому назад, может уже 6, я не помню, меня пригласили на Архипова, приезжал какой-то раввин из Израиля, читал лекцию. Значит, я там сидел, и потом ему задали вопрос. Вопрос был такой, как же так могло случиться? Ну, как случилось? Как Бог мог позволить, чтобы Холокост случился? Вы знаете, ответ был убийственный. Я так себя плохо почувствовал. Вы знаете, у меня было ощущение, как у меня личное оскорбление какое-то. Он сказал, ну что, они все были грешники. И это было убийственно. Для меня я даже хотел встать и сказать ему: Ребя, а вы вообще читали Тору, так сказать, что там не нашлось 10 праведников, так сказать, чтобы вот взять всех, уничтожить, вот это же, вот это ровно эта глава, да? Но потом я решил, ну, знаете, ортодоксальный раввин, ортодоксальной синагоги, я сейчас буду с ним, так сказать, объясняться, читал он Тору или нет, так сказать, я встал и ушел. Я просто, понимаете, для меня это очень важно, потому что я помню, мне 6 лет было. Мы приехали в Бабий Яр, там же не было ни памятников, ничего, так сказать, но было известно, что там произошло. И как у меня мама плакала, понимаете. А в 6 лет это запоминается, так сказать, совсем иначе, понимаете. Я начал думать, а почему действительно вот так произошло? Ведь они же были, вот жили они в Германии, да, вот почему такая вещь произошла? Ну, не только в Германии, да. Часть уехала, да, известно. Часть не рассматривали эту ситуацию с немцами, что она так может закончиться, понимаете. Все-таки вот это некое убеждение было, что, ну, интеллигентная, так сказать, нация, народ и так далее, понимаете, как вот с такой культурой, как может быть что-то, да. Часть, ну, действительно было жалко своих магазинов, там, я не знаю, лавочек, ремесла и так далее. Но я совершенно уверен, что были, ну, наверное, 10% этих людей, которые все понимали. И не уехали они по одной простой причине, понимаете? Это попытка остановить идущий под откос поезд, понимаете? Если я не буду его останавливать, понимаете, то он пойдет быстрее. И они фактически пожертвовали собой, понимаете? Все понимая при этом. Все при этом понимаю, поэтому вот, ну, вот это тоже вот мое видение, так сказать, вот эта история. Я говорю, вот когда вот люди говорят, ну, когда было сказано, что это вот грешники все, понимаете, это, конечно, было убийственно для меня вообще. Я сразу вспомнил эту главу, где вот идет вот этот, не побоюсь назвать слово торг, так сказать, Авраама с Господом, значит, со Всевышним, что вот, а если 50, а если 45, и так они доходят до 10. И вот, и при этом, заметьте, Бог всегда говорит да, конечно, помилуй, если там найдутся, так сказать, столько людей. Ну вот, собственно, вот эти два соображения, потому что там очень много, конечно, я комментарии на русском почитал,
но они более такие, как бы сказать, детализированные комментарии по времени и месту, так сказать, да. А вот это вот, я говорю, для меня это вот когда-то, когда я понял вот целостность этой главы, это было счастье, потому что она в первых прочтениях, она у меня выбивалась, что как-то вот странно, да. Вот. Ну, вот я больше здесь ничего не могу сказать. Понятно. Да, мы действительно, мы не знаем, несмотря на то, что это совсем недавняя история, мы не знаем, как думали евреи Европы, почему не бежали, почему не осознавали. Не знаем, правда не знаем. С точки зрения, мы можем на себя это примерить и почувствовать, как будто пережить это, как будто мы там находимся. И почувствовать, чтобы я подумал, сделал, окей, без того опыта, который я сейчас имею. Но это так спекуляции на тему, только предвидеть. Но когда мы говорим, во-первых, меня единственная, очень трудная тема, Очень, Холокоста очень вообще. трудно. Я Очень трудно. ничего для себя убедительного не нашел, я имею в виду в источниках, кто на эту тему пишет, убедительного мало, кроме двух источников. Один из них, по-моему, его зовут Гринберг, и он написал Voluntary Covenant, добровольный завет, добровольный договор, но именно в данном случае завет. И очень тоненькая книжечка, даже ближе к статье, и там пишется о том, что мы теперь, вот со времен Холокоста, должны осознать, что вся ответственность лежит на нас, а не на Всевышнем. В том смысле, что он не вмешивается в историю, а как только теперь он хочет, чтобы через нас, через наши руки, через наши решения осуществлялась эта история. А он говорит, почему voluntary covenant, почему добровольный завет, потому что он говорит, мы выросли. Единственное, чем можно объяснить, мы выросли, я имею в виду Холокост, мы выросли из детей, которым нужно поощрение, нужно наказание. Мы выросли во взрослый народ, ну как если бы человек, вот один человек вырос, и отец говорит, а теперь ты должен жить. Вот все, что я тебе дал, начиная с горы Синай, все, что я тебе дал, ты должен был усвоить, и ты усвоил, я думаю, надеюсь, что ты усвоил, и поэтому ты должен взять в руки справедливость, безопасность, самозащиту, ты должен взять себя в руки. И поэтому договор или завет нерушим, Бог как был, так и остается связан с нами этим заветом, но теперь Он дал нам свободу, теперь Он дал нам вот то, что уже не свободу выбора, а свободу осознать, что нужно или что не нужно делать. И Гринберг говорит о том, что мы сейчас должны соблюдать все, что мы выучили за это время, соблюдать все добровольно, не потому, что мы хотим, чтобы нас защищали, не потому, что мы хотим, чтобы нас поощряли или наказывали, а потому, что мы хотим применить все, что мы уже знаем, теперь уже в жизни. То есть это то, что называется истина произрастет из земли. То есть в этот момент для Всевышнего ведь ничего не стоит сделать мир изначально справедливым, изначально безопасным, изначально совершенно. Ничего не стоит. И вот теперь опять-таки мы возвращаемся к замыслу. Он дает нам право выбора, учит нас, как делать или не делать ошибки, в том числе в этой главе, в том числе и в истории, которая будет продолжаться дальше. И вот в этот момент, когда мы вырастаем, и он понимает, что мы уже сложились,
Он говорит, теперь сами попробуйте. Хорошо, когда вы рядышком со мной, когда я за ручку вас веду. А теперь сами попробуйте. И как только я увижу, что вы, конечно, будет помогать. Никто нас не оставляет. Но вот Скорее подталкивает, да, направляет. да, Скорее, он да. подталкивает к взрослению и взять Но в руки свою. я это, знаете, как объясняю, Рэбе, что, конечно, там покорить какой-нибудь горный пик, можно туда на вертолете прилететь и спуститься, так сказать, а можно самому забраться. Это же разные ощущения, разный опыт просто. Именно как опыт. Мы в прошлый раз тоже с вами говорили о том, что кое-что надо пережить. Вот не узнать об этом, а пережить. Например, один из комментариев к Акидат Эцхак, к нашей сегодняшней главе, это как раз то, что нужно пережить, нужно стать. Да, конечно. Да, один из комментариев говорит о том, что Бог Всевышний знает и знал всегда, что творится в душе Авраама, естественно. Он знал, на что способен Авраам. Поэтому фраза «не делай ничего» этому юноше Ленаа, «не делай ничего, ибо сейчас я знаю, что ты ничего не пожалел для меня, даже сына единственного». На самом деле эту фразу надо читать так: теперь ты знаешь. Да, Вот до да, этого да. было потенциальные возможности, а сейчас ты пережил это, и теперь ты знаешь свою силу. Вот это, это, это то, что мы получили после войны. Мы Это, получили это осознание нашего единства, осознание нашей ответственности, осознание опасности. Ведь в некотором смысле, мысль о том, что ну это же немцы, ну это же цивилизованная нация, ну не может быть такого. Это человекодоверие, это размышление, это мы придумали, что человек должен быть таким, потому что он цивилизованная нация. Мы на человека полагаемся. В данном случае надо было именно полагались. Мы полагались на цивилизованность вот этой нации и людей. Не на это надо было полагаться. Изначально надо было полагаться на Всевышнего решения и его решение. Кстати, опять-таки, Содом и Амора. Это кого-то ведь подтолкнуло уехать. Да, конечно. Кто-то же убежал, как Лот из Содома и Амора, прежде чем начались кровавые действия. Вот. Так что, да, надо пережить, надо стать взрослым и после этого действовать по-другому. Не факт, что с первого раза мы это осознаем, не факт, что мы сейчас, конечно, делаем ошибки, даже взяв на себя ответственность. У нас теперь государство есть. У нас государство почти 7 миллионов, крупное, достойное, сильное. И само государство может потихонечку делать ошибки. Там что-то неправильно решили, там неправильно решили. Но это уже совсем другое поведение. Это не иммигрантская психология, это уже национальное осознание. Это результат переживания, которое мы пережили. Теперь мы уже по-другому себя чувствуем, нежели в довоенное. Многих иллюзий решились. Да. Вот. И вот пережив, стали взрослее. Жестоко, мы не знаем замысел, опять-таки. Вот такие колебания. До войны евреи составляли чуть ли не, так сказать, большую часть немецкой интеллигенции. Я, если не ошибаюсь, больше половины всех студентов во всех вузах были евреями. Ну как же, не взлет, конечно, успех. Я в Берлине видел школу еврейскую, квартал на квартал. То есть это просто школа огромная. То есть это был успех. Потом вот такое страшное событие, как уничтожение
европейского еврейства. Уничтожение полностью. Ну вот осколочки этого уничтожения опять возрождаются. Но уже пережив эту жестокость, мы возрождаемся уже в другом виде. И хотя мы сейчас видим, что, ну, правда, ну, еще до взрослых решений еще не близко. Но по-другому взрослыми не становятся. Не Вот. становится. Да, это правда. Поэтому вот это только voluntary covenant. Я имею в виду, теперь мы исполняем все, что написано в Торе, не потому что мы ждем ожидания. В этом мире, в другом мире, в этом мире, в другом мире. Да нет, потому что папа научил полезному тебе. Я дал тебе эти законы, чтобы ты с ними жил. Папа научил полезному. Он плохого не посоветует. Делай и все. И теперь взрослый уже не на папу глядя, а сам, беря на себя ответственность за себя, за семью, он делает так. Точно так же и с народом происходит. Вот. Ну, наверное, очень все, опять-таки, завязано на сегодняшней главе. Очень завязано. Да. Да. Хорошо, Лев. Спасибо вам большое. Да, очень приятно то, что вы задаете правильные вопросы, вы чувствуете все правильно. И мы вот пытаемся, я не говорю, что у нас получается, мы пытаемся разобраться, как же выработать вот умение видеть правильную. Это не значит правильная точка зрения, это значит просто умение рассматривать и видеть, как вы хвалили Авраама. Вот мы должны быть такими, как Авраам, широких взглядов, охватить проблемы, любые проблемы с разных сторон, как нас учили наши мудрецы. Да. У Гильберта был такой великий математик с начала 20 века, ну, конца 19-го, начала 20-го. У него такая фраза, если я ее почти сейчас, я думаю, я ее воспроизведу точно, что у каждого человека есть кругозор. И вот когда этот кругозор стягивается в точку, мы говорим точка зрения. Вот. Значит, вот это вот правильно, что как раз мы должны вырабатывать и расширять кругозор, а не приходить к точке зрения, так сказать, не стягивать этот кругозор в точку зрения. Да. Аминь, аминь.